В синей тюрьме мы познакомились с такими интересными игроками, как Исаги, Бачера, Баро и так далее. Все они имеют свой потенциал, который предстоит раскрыть. Кто-то начинает ломаться во время игры, а кто-то под натиском проигрыша начинает совершенствоваться. Одним из таких амбициозных игроков является Сэй Ширанаги, однако поначалу он был пассивным и безинициативным. Такой гений, как он, не вкусивший горечь поражения, еще не понимал, куда может привести его футбол. Его гениальность в футболе могла угаснуть, если бы не его пробуждение. Давайте разбираться, в чем секрет развития Сэй Ширанаги и как прогрессировать быстрее. В первой встрече с Исаги Наги показался высокомерным пареньком. Он был равнодушен ко всему, а также подмечал, что ему даже в футбол играть лень. Разумеется, Исаги был вне себя от ярости, ведь таким как Наги все достается очень легко. Команда Z из кожи вон лезет, чтобы остаться на плаву, когда как команда V беззаботно проводит время. Может, Наги и показался высокомерным при первой встрече с Исаги, но он действительно не понимал, почему, будучи слабыми, они продолжают играть. В чем интерес проигрывать? Наги, Рео, Зантецу с момента попадания в синюю тюрьму они ни разу не проигрывали. Наги казалось, что раз они выигрывают, то играть в футбол не так уж и плохо. Все же он не был настолько заинтересованным, однако ровно до того момента, как Рео сломался. Он впервые увидел противоположную сторону их беззаботного футбола, сторона проигрыша, отчаяния. В попытке усмирить и навязать свой ритм игры, команда V потерпела поражение. Несмотря на то, что это никак не влияет на результат отбора, троица нападающих принимает свое поражение. После матча Наги, которого приходилось уговаривать поиграть подольше, воспылал духом. Он наконец-то почувствовал, каково это – проигрывать. Чувство не из приятных, однако оно пробудило монстра по имени Наги. Тот момент можно назвать отправной точкой Сэй Ширанаги, поэтому признавай поражение. Выигрывать хочется, выигрывать приятно, но тем не менее победа будет слаще, если мы познаем горечь поражения. На следующем этапе игрокам было необходимо создать команду из 3 человек. Наги приметил Исаги, поэтому предложил вступить в их с Рео команду, на что Исаги не мог дать согласия. Но к удивлению Исаги, Бачеры и даже Рео, Наги захотел присоединиться к ним. Не теряя ни секунды на раздумье, он решил играть в их команде. В итоге Рео остался один. Но его смутил не тот факт, что он без команды, а то, что Наги всегда был рядом. Фактически, Рео познакомил его с таким видом спорта, как футбол. К тому же они разделяют общую мечту, которую пообещали достичь вместе. Он не мог поверить в предательство Наги. Рео принял все близко к сердцу, отчасти он имел право так среагировать, однако Наги влекло не чувство предательства и корыстия, а нечто другое. Он увидел, что команда Z отличалась в том матче, а ключевым игроком стал Исаги. Поэтому ему было интересно мышление Исаги, как он думает, почему делает те или иные действия. Простыми словами, он увидел игроков лучше Рео. Он присоединился к ним не потому, что Рео стал бесполезен, а напротив, он хотел разнообразить свою игру. К тому же Рео, которого он знает, вернется еще сильнее, чем прежде. Поэтому тренируйся с лучшими. Если ты самый умный человек в комнате, то ты не в той комнате, где должен находиться. Это одна из самых популярных цитат Конфуция, которые многие цитируют, но она точно описывает действия Наги. Чтобы прогрессировать, нужно учиться у лучших, перенимать их мышление. Ведь если не развиваться, то единственное, что тебя ждет, это деградация. После того, как Наги вступил в их команду, игра Исаги и Бачеры заиграла новыми красками. В матче против Рина они использовали свои привычные трюки и пытались наладить связь между собой. Несмотря на слаженную игру, Рин в одиночку перевернул матч. Они поняли, что матч полностью под его контролем. Но даже в такой накаленной ситуации, когда Рин заучил их способности, Наги предпринимает интересную стратегию. Если Исаги проигрывает, то он анализирует ситуацию и пытается продумать новый план. Если Бачера проигрывает, то старается получать удовольствие от процесса и преодолевать себя. Но когда Наги начинает понимать, что Рин без проблем читает его игру, то он импровизирует. Разумеется, составлять план, анализировать – это важный аспект выполнения любой задачи. Но чтобы разнообразить и вдохнуть новую жизнь во что-нибудь, нужно попробовать что-то новое. Импровизировать не так легко, как кажется. К этому тоже нужно привыкать, а также чаще внедрять в свои привычки. Ведь именно импровизация может раскрыть нашу новую сторону. Потому и мы начинаем развиваться быстрее.
так же, как и Наги. Добавив новые трюки и движения, он переманил удачу на свою сторону, а Рину стало сложнее предугадать его игру, потому Наги и стал прогрессировать молниеносно. Поэтому импровизируй. Но даже учитывая все вышеперечисленное, им не удалось выиграть. Наги вновь потерпел неудачу. Затем они выиграли и заполучили Баро и Чигири, однако, встретившись с Рином еще раз, они проиграли снова, но на этот раз забрали Исаги. Баро, Чигири были в ярости. До победы оставалось немного, но что больше всего удивило, так это реакция Наги. Несмотря на то, что он был огорчен очередным поражением Рину, он не пал духом. Возможно, на секунду он и был сломлен, но все же в нем кипит дух соперничества. Вопреки поражениям, он встает снова и снова, не отводит глаз, а смело смотрит вперед и твердит, что непременно победит в следующий раз. Невзирая на проигрыш, он будет тренироваться и вернется лучшей версией себя. Наги решил не останавливаться, пока не достигнет своей цели. Вот почему ты должен продолжать свой путь. Это нелегко. И никто не говорил, что это будет легко. Это и не важно. Пожалуй, с одной стороны, можно бросить эту слепую веру в достижение цели и жить как прежде. Но с другой стороны, с каждой неудачей, с каждым проигрышем мы становимся сильнее. Мы сами вправе решать, сдаваться нам или нет. Ведь если не ты, то кто?